Маранс всегда славился усилителями, CD-проигрывателями, виниловыми вертушками и даже акустикой высокого качества воспроизведения. Многие любители музыки любят Маранс за чистоту, за ясность, а некоторые ругают за то, что он плохо играет рок, плохо играет тяжелый рок, не хочет играть металл. Кому-то не нравится, что Маранс не дает баса. Но, ребята, сразу хочу сказать вам, что весь вопрос в том, что какое качество записи ты используешь для того, чтобы слушать музыку на своем Маранце. И второй аспект, к чему именно ты подключаешь свой Маранц. Ну, например, если ты подключил Маранц к малюсеньким полочникам, то, конечно же, никакого баса ты там не достанешь. Потому что полочники воспроизводят бас, ну хорошо, если от 50 Гц. А весь басовый сок, вся басовая насыщенность, она находится в глубоком низком басу, ну или басе, который начинается с 20 Гц и заканчивается примерно в районе 80 Гц. Вот это именно тот самый глубокий бум, раскатистый бабах, которого ты никогда не услышишь, используя полочную акустику. Сегодня я хочу тебе рассказать о Marantz 7000N. В принципе, это все тот же классический Marantz с диагональными продольными прорезами. Очень жалко, что эти прорезы, что эти канавки не светятся голубым светом так же само, как они светятся в Marantz PM15. Это выглядит очень шикарно. Но, тем не менее, голубым светом здесь светится кнопочка Source Direct. И, кстати, кнопочка Source Direct, она думана для тех людей, которые хотят получить от усилителя максимальное качество звука. Ведь Source Direct отключает темброблок, то есть сигнал идет от предварительного усилителя непосредственно на усилитель мощности и затем сразу на колонки. Темброблок в воспроизведении музыки не участвует. Весит Marantz 7000N 10,8 кг. На самом деле для простого интегральника это довольно-таки существенный вес. Обычно усилители начального среднего уровня весят 5, 6, максимум 8 кг, а тут целых 10,8 кг. Аппарат на самом деле увесистый, и это говорит о том, что к его конструированию подошли максимально серьезно. Если мы заглянем внутрь, то первое, что бросится в глаза, это мощная решетка охлаждения транзисторов, которая находится прямо по центру внутренности Маранца. С правой стороны корпуса находится экранированный цифрово-аналоговый преобразователь и фонокорректор на транзисторах VFET. Кстати, возвращаясь к транзисторам, если ты, мой милый, любимый аудиофил, меломан, можешь на слух определить, какие транзисторы там находятся, VFET, MOSFET или просто транзисторы, пиши комментарий и рассказывай, как ты это делаешь и как они различаются по звуку. Кстати, судя по отзывам, встроенный фонокорректор в этом Маранце довольно-таки высокого уровня. Но так как я не являюсь приверженцем винилового звука, то, естественно, винил я не проверял и не слушал. С левой стороны корпуса находится тороидальный трансформатор, который экранирован от помех специальной металлической крышкой. Ну и по центру на плате усилителя ты можешь видеть довольно-таки серьезного размера и объема конденсаторы, которые обеспечивают этот усилитель мощностью для воспроизведения звука. На задней панели находится всего лишь 4 линейных входа для подключения аналоговых устройств. И в числе этих 4 находится вход для подключения винилового проигрывателя, то есть фонокорректор. На самом деле раньше, в 90-е годы, в 80-е годы, количество аналоговых входов было порядка 6-7, на некоторых устройствах даже больше. Но теперь все аналоговые входы постепенно заменяются вот такими вот антенками, по которым сигнал приходит на усилитель, на проигрыватель и затем транспортируется на колонки.
Кроме 4 аналоговых входов, у этого усилителя есть 2 оптических входа. Один вход USB-A для подключения твердого накопителя. Ну, например, ты туда можешь подключить жесткий диск с коллекцией своей музыки. Ну или флешку, опять-таки, с коллекцией своей музыки. Но подключить компьютер и пускать сюда музыку с компьютера таким образом не получится. Также из цифровой коммуникации здесь есть коаксиальный вход. Ну, для подключения той же цифры, но по коаксиалу. По беспроводному подключению ты можешь заниматься стримингом и можешь пускать сюда сигнал по Bluetooth со своего телефона, телевизора, компьютера, ну или какого-либо другого беспроводного устройства, которым ты пользуешься. И, кстати, внутри в экранированном корпусе установлен ЦАП AK4490, ну, если тебе это о чем-то говорит. И этот ЦАП поддерживает разрешение цифровых файлов до 24 битов и также DSD качество звукового потока. В принципе, DSD — это студийное качество, в котором не используется сжатие цифрового потока. В принципе, это одно из самых высоких качеств, которые на сегодня можно получить. Управляется этот Marantz несколькими способами. Ну, во-первых, ты можешь нажимать своими пальцами на все кнопки, которые находятся на панели, крутить ручки, переключать входы-выходы. Переключатели классные, сделаны из алюминия, из такого фрезованного. Крутятся очень легко. Переключатель громкости, крутилка громкости крутится легко, плавно. А переключатель входов-выходов крутится с такими как бы ограничениями. То есть на каждом входе-выходе он фиксируется. Крутилки баса, высоких частот и баланса крутятся очень легко, и, что важно и удобно, они фиксируются посередине, то есть в том месте, где бас, тембр или баланс установлены посередине, то есть ровно на нуле. Также в комплекте идет пульт, сделанный из пластика. По периметру можно видеть такую панель, которая как бы серебристая, как бы металлическая. Она соответствует стилю корпуса. Но на самом деле эта панелечка, эта ткань-то, каемочка, она пластиковая. Пульт, в принципе, стандартный для последних моделей Marantz. С него ты можешь делать все, переключать входы-выходы, регулировать громкость выше-ниже, и также он управляет проигрывателем компакт-дисков. Ну, если у тебя такой будет. И с этого пульта, с одного пульта ты можешь включать-выключать проигрыватель компакт-диска, включать-выключать усилитель и заниматься всякими прочими вещами. Еще один третий способ управления — это аппликация HEOS, которую необходимо устанавливать, ну, либо свой телефон, планшет, в зависимости от того, чем ты пользуешься. И с помощью HEOS ты можешь погрузиться в мир стриминговой музыки, использовать Tidal, использовать Deezer, использовать Spotify. Также в HEOS целая куча интернет-радио, которые тоже ты с помощью этой аппликации можешь пускать на этот сетевой усилитель и наслаждаться высоким качеством звука. В принципе, не могу сказать, что при прослушивании музыки на Tidal аппликация HEOS чертовски удобна. Она работает по немножко другому алгоритму, чем сам Tidal, чем сама оригинальная аппликация. Но, в принципе, после нескольких попыток, после нескольких экспериментов мне удалось понять, что как работает, и поставить свою музыку. Исключительная особенность этого усилителя в том, что при включении он сразу начинает воспроизведение с тех треков, на которых ты закончил, ну, скажем так, воспроизведение в предыдущей сессии. Если другие стримеры, другие усилители, другие проигрыватели, необходимо снова заходить в аппликацию, включать стример, находить, что ты там играл, нажимать play, то Marantz начинает это делать сразу по включении. То есть тебе не надо тратить ни секунды, он сразу начинает играть. Это его фишка. Ну и четвертый, абсолютно современный, вообще невероятный для меня способ управления этим усилителем — это голосовой. То есть с помощью Алексы, с помощью Гугля можно ему говорить там: дружище, давай-ка начинай играть, и он будет играть. На самом деле я не представляю, до какого уровня звукового наслаждения, аудиофилии надо дойти, чтобы
разговаривать со своим усилителем. Ну, для меня более удобным способом является, конечно же, аппликация. Отдельно хочу отметить, что корпус этого усилителя закреплен латунными винтами. То есть это говорит о том, что устройство достаточно высокого уровня качества воспроизведения, потому что у маранцев принято так: чем выше уровень устройства, тем больше меди. Ну, например, здесь только медные винтики. И чем выше уровень устройства, тем больше меди появляется. Появляется медь на задней панели, появляется медь внутри, появляется омеднение на экранировании. Но здесь хотя бы есть медь на винтиках, это уже очень круто. Отдельно хочу отметить, что штекера подключения акустики на задней панели, как всегда, по-маранцевски огромные. Они такие огромные, как болты на машинах для привинчивания колес. Еще в придачу они сделаны из чистого алюминия и покрыты серебром. Ну, не знаю, настоящее ли там серебро, чистое ли там серебро, или какая-то смесь, может быть, какой-то сплав, потому что, ну, на самом деле чистое серебро довольно быстро окисляется и теряет качественный контакт. Но клеммы этого усилителя, они не окисляются, но выглядят на самом деле очень серьезно, массивно, и когда ты подключаешь акустику к ним, приятно прикасаться, и вот этот вот тактильный контакт с ними будоражит внутренние чувства, так сказать. Про мощность этого усилителя я не скажу тебе ни одного слова. Ссылка с подробностями под видео. Заходи, рассматривай и наслаждайся частотными характеристиками. Кстати, скажу тебе, что частотный диапазон от 5 Гц до 100 тысяч Гц. Не знаю, кто на этой планете может слышать звук от 5 Гц до 100 тысяч Гц. Обычно человек слышит в лучшем случае от 20 Гц до 20 тысяч. Ну что ж, пришло время рассказать про то, как звучит этот маранц. Знаешь, у меня было много маранцев. Первый усилитель, который я себе купил, это был Marantz PM5005. Я его слушал сначала с колонками S50, подключенным к компьютеру через 3,5 джек. Потом у меня был Marantz PM17, PM15, предтоповый Marantz PM14. И этому маранцу характерна ясность, чистота и породистость воспроизведения всех остальных маранцев, которые я слышал. Конечно же, каждый маранц звучит по-своему. И Marantz PM7000N не исключение. Его характеризует ясность, чистота и напористость воспроизведения. При прослушивании инструментальных композиций, блюза, джаза, вокальных композиций, образы музыкантов мягкие и в то же время очень весомо отображаемые в пространстве. Глубина сцены составляет порядка 2, иногда даже 3 метров, и на хороших записях можно слышать эшелонирование в глубину. То есть можно слышать, что вокалист играет по центру, гитарист немножечко сзади, слева заработали щеточки. Вот это музыкальное полотно, оно чертовски масштабное, то есть несмотря на то, что это интегральный усилитель, ну, в принципе, такого начально-среднего уровня, но применять к нему термин «начальный уровень», в принципе, никак нельзя. Это стабильно средний уровень, на котором ты можешь услышать прорисовку визуальных образов 2, 3, 4, даже 5 музыкантов. Этот усилитель абсолютно полноценно работает с частотным диапазоном, то есть ты можешь слышать и самый глубокий бас, и панчевый высокий бас, четкая, немножечко рисковатая серединка, великолепный верх, который очень хорошо локализуется в пространстве. Не могу сказать, что этот усилитель чертовски подходит для прослушивания хип-хопа, то есть не все хип-хоповские композиции звучат хорошо, но тем не менее даже для хип-хопа он хорош. Я бы сказал, что его самая сильная сторона — это блюз, это джаз, инструментал, вокальные композиции и электронная музыка. Если же ты начнешь включать на нем там хиты 80-х, итал-диско, то ты сразу же услышишь вот эту вот
плоскую компрессию, и это говорит о том, что уровень качества записи недостаточно высокий для воспроизведения на этом аппарате. Также на нем хорошо звучит металл, роковые композиции, но опять-таки, если ты включишь рок плохого качества записи, то звучать он будет плохо. И для того, чтобы рок и металл, ну скажем так, из старых записей, которые сильно скомпрессированы, звучали лучше, тебе необходимо воспользоваться технической особенностью, которая предусмотрена конструкторами. На задней панели есть выход для сабвуфера. И если ты ощущаешь, что баса в старых роковых или металловых записях тебе мало, смело подключай сабвуфер, и с помощью сабвуфера это можно подтащить, да, можно улучшить, ну, скажем так, эти недостатки записи. Слушал я Marantz PM7000N с полочной акустикой Heko Belladonna. Достаточно серьезного уровня акустические системы, огромного размера, установленные на специальных подставках. И соединено все это было вот таким вот змеевидным кабелем с текстильной оплеткой. И даже внешний вид у них такой, как у змеи. Но до настоящей аудиофильской змеи здесь, слава тебе, Господи, дело не дошло, а то я бы испугался. Бренд Vio Blue, даже фильтрик какой-то здесь есть прицеплен. Ну, хотя, может быть, это просто разделитель, не знаю. Но качество изготовления очень хорошее, производит впечатление. Ну, короче, этот Marantz показал себя во всей красе. Звучание скорее можно оценить как нейтральное, потому что, ну, например, когда слушаешь Marantz PM17, он довольно-таки сильно красит звук. Когда слушаешь Marantz PM5005, звук довольно простой, но в то же время породистый. Когда слушаешь Marantz PM14, который является предтоповым аппаратом, звук чистый, ясный и очень насыщенный микродетальностью. Так вот, этот аппарат ото всех маранцев, которые я слышал, пожалуй, взял по чуть-чуть. Звук ясный, чистый, басовитый, быстрый. Микродетальность, не могу сказать, что чертовски высокого уровня, но тем не менее можно слышать послезвучие при прослушивании инструментальных композиций. Глубина сцены при использовании вот этих хека, она достигает 2-3 метров, как я уже и говорил. Полотно достаточно насыщенное, оно полностью заполнено музыкальными образами, которые образуются у тебя в сознании при прослушивании музыки. И когда я стал прослушивать разные композиции, переключать их через Heos на своем Tidal, я просто сразу же почувствовал, что я перенесся вот в это медитативное состояние, которое появляется у меня при хорошем качестве звука. То есть этот Marantz дарит вот состояние аудиофилического погружения, ну, в принципе, сразу с первых секунд прослушивания. Это то, ради чего меломаны и аудиофилы, в принципе, все время перебирают разнообразные компоненты. Послушать эту красоту вместе с Heko Belladonna можно в магазине Avex на Катлакална 9А, вход F. Ну, короче, эта информация, конечно же, будет в ссылке под видео. На этом все. Пока.